Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. В прошлом ролике мы с вами ходили по нашему офису, по нашему складу и подбирали материалы для нашего нового украшения. Сейчас мы сделаем прекрасное колье-трансформер из этих материалов. В описании к этому ролику вы найдете список материалов. Все, что вам нужно, можно купить у нас в greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету. И ни в коем случае не выключайте это видео на середине, потому что у нас есть подарок для тех, кто смотрел этот урок внимательно. В конце. Но мы с вами начинаем делать наши украшения. Я нашла у себя вот такие вот красивые бусины, которые просто идеально сливаются со мной. Это черная шпинель. У нас есть такие же кристаллы Сваровски. Можно взять 5000 бусин, можно взять биконусы, ксилионы, можно взять рондели. Ссылки на все материалы, которые я упоминаю, вы найдете в описании к этому ролику. Начнем фантазировать, моделировать. Мне кажется, у меня такое настроение просто. Я надела такую кофточку, я выбрала такие бусины, что-то в воздухе витает. Такое шпинелевое. Я хочу сделать такое колье. Оно будет типа лариата, такой вот веревочкой надеваться, завязываться, а на краях у меня будут висеть две барочные жемчужины. Вот так вот. Готова поспорить? Многие из вас сейчас такие: что-то мне это напоминает. Да, если вы смотрели наш прошлый ролик, вот ссылка на него, то вы наверняка видели, где мы подсмотрели такой дизайн и сколько это стоит. 100 000 рублей стоит такое украшение, если делать его из изумрудов, сапфиров и покупать у именитого бренда. Но я решила себе сделать, во-первых, черное, а во-вторых, мы сейчас это колье еще как-то модернизируем и улучшим его. Я хочу сделать трансформер. Я думаю, что вы заметили, я обожаю трансформеры, поэтому мы добавим сюда корейскую цепочку, которая будет свисать только с одной стороны, вот так. С другой стороны ее не будет. И это украшение будет точно так же завязываться. Вот. Точно так же здесь будут висеть жемчужины. Кстати, можно будет завязывать поближе к шее, подальше от шеи. И жемчужины делать на одном уровне, на разных. То есть это тоже уже само по себе трансформер. И вот эта цепочка, она будет отстегивающейся. Сзади, вот ровно посередине, я приделаю вот такое вот малюсенькое колечко. И за него, за карабин, будет цепляться эта цепочка. То есть цепочку можно носить с этим украшением, можно будет ее снимать и будет просто черная. В общем, такая идея, сейчас мы начнем ее воплощать. Прежде чем начать работать, сделайте математический расчет. Вот примерно такой длины я решила взять себе 2 нити шпинели. Мне нужно сделать такой длины, чтобы перекидывать через шею, можно было завязать узелок. И вот здесь вот на этом уровне у меня кончики, то есть жемчужинки будут вот тут висеть. Мне кажется, это идеально. Идеально. Так и сделаем. И начнем собирать. Для сборки нам понадобится ювелирный тросик. Я беру свой любимый, 49 нитей. Он такой вот гладкий, мягкий, струится как нитка. Это то, что нужно для мелких бусин. Будет казаться, что они у нас не на тросике, который вот такой вот стоит колом, а как будто бы они на нити у нас собраны. Если вы когда-то держали такой тросик 49 нитей в руках, вы понимаете, о чем речь. Нити одинакового размера, поэтому мне не нужно искать середину. Середина у меня уже есть. Я надену бусины с одной нитки на тросик, не срезая тросик с катушки, берем кончик и начинаем надевать наши бусинки. Четверг 4 числа в 4 с четвертью часа 4 черненьких чумазеньких чертенка снова работали с черными мелкими бисеринами, на этот раз гранеными. Пытались надеть их на тросик и чертыхались членораздельно. Бусины очень мелкие, поэтому это не так-то уж и весело. Но надо сохранять оптимизм. В любой непонятной ситуации сохраняйте терпение и продолжайте надевать бусины на нить. Вот так вот потихонечку я перенадеваю бусины с нитки заводской на наш тросик. Конечно, тут перенизываешь 2-миллиметровые бусины, и чертики привидятся. Тем более черные бусины. И мы еще про чертят стихотворение, заклинание, да, прочитали. Что только не увидишь к концу работы. Я тут решила немножко схитрить. Очень тяжело мне надевать эти бусинки мелкие. И я вот так вот тросиком прохожу через несколько бусинок сразу. И с нитки на тросик их перенадеваю.
Мне кажется, что так получается быстрее, ну, по крайней мере, я знаю, где у этих бусин отверстия. Потому что, когда они лежат здесь, отверстия очень тяжело найти. Бусинки очень мелкие-мелкие. Черные-черные, блестящие-блестящие. Непонятно, то ли это грань сияет, то ли это отверстие. В общем, я знаю толк в извращениях. Вот мы набрали все наши бусины на тросик. И теперь самый прикольный, самый финальный момент. Мы сделаем украшение. Нам нужно закрепить конец тросика так, чтобы здесь на кончике была петелька. Давайте я покажу, как мы это сделаем. На кончик тросика мы наденем кримп, пройдем тросиком в обратном направлении, сделаем вот такую вот маленькую, аккуратненькую петельку и волшебным кримпером закусим так, чтобы у нас здесь получилась красота. Нужно закусить вот так вот несколько раз, поворачивая под углом 90 градусов наш кримп, и он превращает кримп в аккуратную бусинку. Теперь маленький кончик мы откусим, сделаем кусь и подтянем все бусины на этот конец, откусим тросик с другой стороны и точно так же наденем кримп на кончик, убедимся, что у нас все красиво, аккуратно, подтянуто, наденем кримп, пройдем в обратном направлении, подтянем его вот сюда, вот в конец, сделаем петельку и сделаем магию. Опять несколько раз волшебным кримпером закусим тросик. Получилась красивая, аккуратненькая бусинка. И откусим лишний кончик. Кусь. Теперь мы сделаем цепочку. Ее можно сделать точно такой же длины, а можно подлиннее, а можно покороче. И здесь у нас открывается простор для фантазий, как обычно. Сначала я прицеплю к кончику цепочки наш карабин с помощью соединительного колечка. Естественно, мы будем это делать с помощью наших любимых инструментов с тонкими кончиками, потому что я беру колечко очень маленькое, надеваю на карабин, надеваю цепочку и колечко закрываю. И теперь этот карабин я сразу приделаю к колечку. Вот, я его приделала. И вровень с бусинами я сделаю кусь. Откушу вот прямо здесь вот кусь. Все. Получается, что цепочка у нас такой же длины, как и нить. Ну и финальный этап. Мы берем барочный жемчуг и приделываем на концы нашего колье. Следующим образом нам понадобятся пины. Просто наденем барочную жемчужину на пин, сделаем небольшой отступ, где-то пару миллиметров от бусины, и загнем наш пин под углом 90 градусов, чуть выше, чем отверстие. Затем с помощью круглогубцев мы сделаем кольцо небольшого размера, вот так вокруг, обмотаем, проденем через вот эту петельку, которую мы сделали раньше, и закончим делать наше колечко. Просто возьмем в руку, и можно рукой будет закрутить. Сначала рукой, а когда нам не хватает уже длины, то возьмем инструмент и поможем себе инструментом. Вот так вот несколько раз просто пин вокруг себя же мы обернем. И лишнее откусим. Кусь. Вот такая красота получилась. Точно таким же образом мы приделаем подвеску и на второй кончик. Наденем жемчужину на пин, отогнем чуть в сторонке, загнем колечко, наденем его и доделаем. Украшение готово, потрясающе! В общем, такой у нас получился трансформер. Его можно носить вместе с цепочкой. А когда вам кажется, что как-то что-то не очень или неохота, или что-то хочется новое, то мы эту цепочку просто отстегиваем, снимаем, и у нас получается вот такое вот шикарное украшение. Обязательно сделайте такое себе, своим подружкам, украшайте себя, подруг, весь мир вокруг. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И бонус для тех, кто досмотрел этот ролик до конца. Ответьте на вопрос в комментариях. Не показалось ли вам что-то очень странным? Не заметили ли вы каких-то необычных вещей, людей, созданий? Кто это были? Что у них было? Что им было нужно? Пишите свои догадки в комментарии. Мы разыграем 3 подарочных сертификата на 1000 рублей на покупку в интернет-магазине greenbird.ru среди всех, кто правильно ответит на этот вопрос. Один
Сертификат достанется тому, кто ответит на вопрос самый первый, и 2, кто ответит позже, мы выберем победителя случайным образом. Пока-пока! Ой, как это будет весело. Они такие мелкие. Остаются последние придумки. Кому это интересно вообще смотреть на эти последние придумки? Если мы добавим сюда цепочку, чтобы она пристегивалась сзади за кольцо, она как бы может быть, а может не быть. Хочешь цепочкой носить, хочешь без цепочки. Чисто для настроения. Ты лайк поставь и подпишись. Подпишись на канал. Если забыл, подпишись, лайк поставь, подпишись и подпишись. И подпишись.